Этой осенью пройдут крупные выборы в Москве и Санкт-Петербурге. В Москве будут выбирать новый состав Мосгордумы, в Петербурге – выборы губернатора и районных депутатов. Сейчас не 2019 год, известных людей, кто может выдвигаться, в России осталось немного, а властям намного сильнее не хочется, чтобы какие-то несогласованные люди, особенно уж с антивоенной позиции, куда-то избрались. Но многие пробуют все равно. На выборах в Мосгордуму есть кандидаты с открыто антивоенной позицией, в основном от Яблока, но есть и самовыдвиженцы. В Санкт-Петербурге, например, в губернаторы выдвинулась 83-летняя бабушка, пережившая блокаду, которая вообще совсем прямо выступает против Путина и войны. Каким я хочу видеть Петербург, чтобы свобода слова была, чтобы люди чувствовали себя комфортно, чтобы ничего не боялись. Что-то вы сдавили нас страхом. Давайте плечи расправим и голову поднимем. И мы ничего не боимся. И в Москве, и в Питере есть штабы, куда можно прийти и оставить за антивоенных кандидатов свои подписи. В Петербурге это Измайловский проспект 20, под аркой направо. В Москве это проспект Мира 68, строение 2 и Фурманный переулок 10. По этим адресам можно оставить подписи за всех адекватных кандидатов в городе. В Москве работает команда, собиравшая подписи за Бориса Надеждина. Сроки такие: в Питере до 29 июня, в Москве до 6 июля. Задача в этот раз совсем уж непосильная. В Петербурге надо собрать 84 тысячи подписей петербуржцев. В Москве около 6 тысяч подписей с каждого округа. С одной стороны, кажется, что это невозможно, но с другой, мое видео с призывом оставлять подписи за Бориса Надеждина посмотрело 100 тысяч человек из Санкт-Петербурга и 185 тысяч из Москвы. Если все, кто посмотрел, придут оставить подпись, у нас тогда будут кандидаты в Москве и кандидат в губернаторы в Петербурге. Да, их могут снять потом или сфальсифицировать выборы, но выдвижение адекватных кандидатов все равно заметное и важное политическое действие. Призываю вас пойти и оставить подписи. В описании все на этот счет инструкции будут оставлены. Теперь поподробнее, куда же проходят выборы. Мосгордума – это, пожалуй, самый удивительный в нашей стране орган. С одной стороны, там заседают самые влиятельные в стране депутаты. Кажется, что в Госдуме, но на самом деле нет. Да, Госдума распределяет федеральный бюджет, который в 10 раз больше того, что распределяет Мосгордума. Но цена голоса каждого депутата Мосгордумы в 10 раз выше. Потому что у города с численностью населения больше Португалии и бюджетом больше ВВП Кипра, у этого города парламент размером с обычное муниципальное собрание. Как следствие, цена мандата Мосгордумы всегда была невероятно высока. Как и места в Госдуме, московские мандаты – предмет торга и договоренностей. Это ресурс, который власть распределяет между кланами и группами интересов. В Госдуме таких пирожков 450, а тут на раздачу только 45. Каждым из этих 45 кресел московская мэрия должна с умом распорядиться. Достаться должно всем, у кого в Москве есть крупные интересы, а Россия так устроена, что они в Москве есть у всех. У застройщиков и городских подрядчиков, эмиссаров федеральных ведомств, крупных бизнес-структур, или у тех, кто просто забашлял или кого надо отблагодарить за оказанные услуги. 45 корочек и возможность ими манипулировать очень большой и важный кусок власти в руках московского начальства. И мы на самом деле слабо представляем себе, какие страсти вокруг мест в Мосгордуме творятся. С другой стороны, на всем протяжении своей истории, и в бурные 90-е, и в тихие нулевые, и в протестные десятые, вплоть до лета 2019-го, Мосгордума существовала в полусекретном состоянии. Даже весьма политизированные люди очень смутно представляли, что это за орган такой и кто в нем сидит. А большинство москвичей и вовсе не знали о его существовании. В питерском заксобрании был депутат Милонов, который сделал этот орган знаменитым на всю страну. В столичной же думе подобных персонажей не было. Такое положение МГД сложилось не само собой. Это результат сознательной политики Юрия Лужкова, которую сохранил и Сергей Собянин. Но сейчас разговор не об этом. Важно, что почти 30 лет МГД – это карманная лавочка московской мэрии, которой та вертит как хочет, распределяет триллионы рублей, и все это при полном отсутствии общественного внимания. Такая ситуация идеальна для серьезных дядей. Им никто не мешал обкашливать вопросики. Такой она бы, видимо, и оставалась, если бы не самозабвенный идиотизм власти федеральной, которая знатно испортила московским депутатам малину. В 2019 году целый ряд оппозиционных сил, в том числе соратники Алексея Навального, наша команда, Илья Яшин, решили поучаствовать в очередных московских выборах. Идея эта скорее возникла от скудности выбора. В
В 2019 год обещал быть скучным. Президентские выборы были давно, парламентские будут не скоро, а политические организации так уж устроены, что должны заниматься политикой всегда. Наводить движуху там, где только можно, помогать двигать то, что движется, а если оно не движется, значит навалиться и подвинуть. Будем честны, никто от компаний тогда ничего не ждал. Даже я считал, что из двух компаний, которые мы параллельно вели, Беседина и Брюханова в Мосгордуму и Мундепы в Питере, я считал, что базовой станет именно вторая, питерская. На муниципалке реально получить впечатляющий результат, что мы доказали 2 годами ранее в Москве. А вот вести летом в полупустом городе кампанию масштабов губернаторских региональных выборов, еще и в орган, о существовании которого никто слыхом не слыхивал, это не звучит как заявка на успех. И, видимо, не было бы тогда никакого успеха, если бы начальство само себе тогда все не испортило, хотя планировало это испортить оппонентам. Норма о сборе 3% подписей считалась идеальной, потому что она запретительная. На выборах, где явка болтается в районе 20%, собрать паспортные данные с 3% избирателей, такая норма всегда считалась крепостной стеной с рвом и крокодилами, которые не то что враг, мышь не проскочит. Но тогдашняя оппозиционная среда сумела этот запрет обратить в свою же пользу. Оказалось, что идиотские требования по сбору подписей – это эрзац избирательной кампании. Оказалось, что если человека убедили поставить подпись, он потом всерьез следит и за кандидатом, и за кампанией в целом. А когда избирком говорит, что подписанта не существует, что никакую подпись тот не оставлял, человека это закономерно обижает и возмущает. Если бы тогда чиновникам хватило ума зарегистрировать всех, кто реально собрал подписи, от Любови Соболь до Анастасии Брюхановой, то, по всей видимости, ничего интересного из этой истории бы не вышло. Внимание избирателей было бы, как всегда, нулевым, независимые силы передрались бы за хорошие округа, и 2-3 мандата на выходе уже считались бы успехом. Но в слабоумии своем власти приняли решение не просто всех снять, но и устроить жесточайшее винтилово на протестах по этому поводу. В результате на выборы в орган, который никому и никогда не был интересен, явился протестный электорат. И московские единороссы, которые от греха подальше шли самовыдвиженцами, едва не потеряли большинство. Причем самые откормленные, самые породистые и статусные жулики в результате голосования проигрывали людям, которые даже не знали, что куда-то баллотируются. Сейчас ситуация похожая. Кого-то соблазнять выборами в России летом 2024 года совершенно не кажется успешной затеей, тем более если выборы не федеральные, а парламентские в Москве и губернаторские в Питере. Тем не менее, это снова тот случай, когда возможна легальная активность. Мы умеем кампании даже по сбору подписей превращать в большую и яркую историю. И раз уж есть повод собраться вместе и что-то попытаться сделать, пусть и с минимальным, но отличным от нуля шансом на успех, нужно пробовать. Мы не можем предугадать будущее. К тому же выборы в нашей системе имеют свойство разворачиваться непредсказуемо. Они могут стать событием, даже когда от них вообще никто ничего не ждет. Могут и не стать. Но шанс есть. Тем более в Питере. Там ситуация совсем интересная. Губернатор Беглов – это чиновник, будто скроенный из чистой мерзости. Его ненавидят абсолютно все, по обе стороны политических баррикад, и совершенно все в Петербурге. Вот вообще. Против него идет блокадница Людмила Васильева. Ей нужно собрать больше 80 тысяч подписей петербуржцев. Такой масштаб сбора в одном Санкт-Петербурге – это уже весьма заметная активность. Тем более проводиться она будет в пользу человека, с которым фиг чего сделаешь. Я уже не говорю, что препятствовать сбору в пользу такого кандидата даже по нынешним временам очень сомнительный и опасный политический заход. Против такого кандидата вообще немногое можно сделать. Какие тут привычные практики применишь? Объявишь пожилую женщину, пережившую гитлеровскую блокаду, иноагентом или экстремистом? Это даже звучит безумно. Хочу обратиться ко всем местным властям, в том числе и к Беглову. Давайте прекращать сеять ненависть. Давайте думать о людях. Вспомните, что вы люди, что людям нужна свобода. Вы устроили свободу только себе. Все чего-то в законодательство, вы все ужесточаете. Ну сколько можно? Против самого омерзительного и некомпетентного главы региона в стране идет совершенно неприкосновенный кандидат антивоенных взглядов. Это кампания, которую нужно обязательно попробовать раздуть. Васильева может стать для чиновников огромной проблемой и большим сюрпризом. В целом нет сейчас ничего более важного, чем использовать любую возможность, чтобы себя проявить.
Как верно говорит Шульман, гражданскую мышцу нужно держать в тонусе. Времена государственного сумасшествия так или иначе пройдут, и к тому моменту в стране должно остаться достаточно людей, которые не забыли, что такое самоорганизация, гражданское участие и политическая активность. Да, результаты предсказать нельзя. Когда-то они будут впечатлять, когда-то нет. Но мы уже много раз показывали, что даже в предельно неблагоприятных условиях можем как минимум попортить крови плохим людям, заставить деструктивную власть потратить ресурсы на то, на что она их тратить совершенно не собиралась. Каждый такой момент, где это можно сделать легально и не получить по башке, обязательно нужно использовать. И этим летом у нас будут как минимум 2 большие кампании, в которых можно поучаствовать. Поэтому еще раз напомню, в Петербурге приходите оставлять подпись за Людмилу Васильеву в штаб по адресу Измайловский проспект 20, под арку и направо. Он работает каждый день с 10 до 22 часов. Желательно приходите прямо вот сегодня или в ближайшие дни. В Москве приходите в штабы по адресам проспект Мира 68, строение 2 и Фурманный переулок 10. Там будут подписные листы всех кандидатов, которые ведут кампании. В Москве, если хотите помочь активнее, обратите внимание на кампании Кирилла Гончарова, Глеба Бабича, Евгения Ляпина, Максима Круглова и Сергея Митрохина. На мой взгляд, они имеют наибольшие шансы на успех. До завтра!